Привет, с вами Алена. Сегодня покажу ноготки, которые завалялись у меня в архиве, и надо их все-таки опубликовать. Дело в том, что эти ногти, они как бы уставшие, их часто называют, что ногти устали от гель-лака и пора бы отдохнуть, а еще в них дырка небольшая сбоку. На самом деле они очень сильно тонкие, они перепиленные от неправильного снятия, то есть сняли вместе с частью ногтя. Ну и плюс расковыренные точки вроста на больших пальчиках, потому что моя клиентка еще любительница что-то там поковырять. То есть постоянно у нее ручки чешутся, и наковыряла она вот такую вот дыру у себя в боках. Сегодня покажу два визита и расскажу, как я справляюсь с такой проблемой. Ну, начнем с того, что волшебной таблетки не существует, и на раз-два это не произойдет. Я не буду здесь ничего наращивать, покрывать и протезировать. Все, что нам нужно сделать, это деликатно зачистить кожу вокруг ногтя. Как видите, я даже взяла фрезу с желтой насечкой, чтобы сделать все очень-очень мягко и аккуратно. Также необходимо будет проработать вот эту трещинку, которая образовалась сбоку. Это происходит от постоянного механического воздействия, то есть от ковыряния. И, конечно, мы договорились с ней, что она от этой привычки будет избавляться. Так как действие происходило уже достаточно давно, хочу сказать, что все у нас получилось. Ногти теперь абсолютно нормальные, и она чудесненько покрывает себе их гель-лаком, все в порядке. Также хочу сказать, что она не из Казани, приезжала ко мне из ближайшего города где-то раз в месяц на вот эти наши с ней зачистки. В общем, что тут нужно делать? Только постоянно аккуратно убирать лишнюю сухую кожу для того, чтобы в следующий раз, когда у нее ручки потянутся там поковырять, чтобы просто не за что было зацепиться. Но вообще смысл всех зачисток заключается именно в этом, если мы говорим про грызунов и ковырунов. Обязательно уберем, кстати, свободный край, потому что он нам здесь тоже не нужен, так как ногти очень тонкие, они такие с красно-розовыми пятнами, то есть они очень сильно эластичные, подвижные. Ну, в общем, спасать здесь особо нечего. Они в любом случае будут сослаиваться, ломаться там, ну или что-то такое делать. Ну, вот наша первая зачистка подошла к концу, пока имеем такой ноготок. И посмотрите, какая большая лунка. Надо здесь прям быть особенно осторожными. А на безымянном пальчике очень интересный тоже случай, потому что вы видите сбоку в точке вроста ноготь пошел немного волной. Побелел, то есть отслоился от самого ногтевого ложа и пошел такой волнушкой. Это тоже нам говорит о том, что он тоненький, он очень сильно подвижный, и, возможно, где-то при втыкании по стрессовой зоне он просто отслоился и как раз-таки поэтому поднялся. Поэтому эту часть я срезала и тоже ее подчищу, выпилю для того, чтобы убрать там все сухие кусочки кожи и чтобы он дальше спокойно себе прирастал. Как всегда в работе использую присыпку, так как кожа была чуть влажноватая, хотя лично я уже настолько полюбила эту присыпку, что готова, мне кажется, ее сыпать всегда и везде. Ну, чем, собственно говоря, и занимаюсь. Мне кажется, может быть, мне только кажется, но вот всегда есть ощущение, будто бы фреза идет лучше именно по присыпке. И потом я больше не мучаюсь с вычищениями фрез об кисти или там бафики, предположим, или еще там обо что-то, кто чем занимается. Также делаем аккуратный срез, глубоко ничего не зачищаю и не вычищаю. Ну, так как я вообще не сторонник супер глубоких маникюров, я считаю, что лучше не так глубоко залезть, но зато безопасно, без всяких там последствий. Можете, кстати, написать, как вы справляетесь с такими клиентами, а моя методика заключается лишь в терпении и систематической, осторожной, нежной зачистке. Кстати говоря, именно с этой клиенткой я очень прикольно встретилась однажды в поезде Москва-Казань в 12 часов ночи. Как я выше говорила, она из близлежащего города Казани. И оказалось, что мы с ней вместе сели в один поезд, просто я чуть-чуть раньше, а она подсела ночью, и мы вообще встретились в вагоне-ресторане, и я тут же схватила ее за руки и, конечно, стала проверять, как там наш маникюр. Ну, в общем, все было нормально, и я бдю за клиентами даже, когда они едут в поездах. Ну, а тут у нас все то же самое, мы продолжаем делать срез.
полировку и зачистку. Таким клиентам на уход обязательно рекомендуем масла, любые натуральные, которые вам нравятся. Ну, а вы, как, наверное, уже заметили, я прям фанатка витаминного комплекса Ататис, потому что у него просто космический запах, и оно дает прекрасный результат. Кстати говоря, вот здесь наблюдаете работу вот такой интересной, необычной, толстенькой, острой фрезой. Я брала ее на пробу. В принципе, да, прикольная, но я как-то больше склоняюсь к капле и пламени. Ну, ссылку, как всегда, оставлю под видео. Также оставлю ссылку на все инструменты, которыми я работаю, и всякие там разности, которыми я пользуюсь. А вот здесь можете обратить внимание, сколько не хватает по ширине ногтя до нормального его состояния. То есть очень так не слабо. Вот обратите внимание, как выглядит спустя 2 недели ногти. Я считаю, что результат очень даже неплохой. Есть улучшения, и мы продолжаем делать наши зачистки. Также хочу сказать, что на днях, совсем недавно, я приобрела колечко из натуральных маленьких бусинок, но оно похоже на кольцо из бисера, и оно сделано на резиночке. То есть там маленькие бусинки разной формы, разного размера, нанизанные на такую резиновую леску. Это одевается на пальчик, смотрится очень прикольно. Но такие кольца, на самом деле, я купила его не просто так, я его искала очень-очень давно. Такие кольца многие рекомендовали для ковыряшек одевать именно на большой палец возле линии кутикулы. И в тот момент, когда будет очередной приступ ковыряния, можно ковырять не кожу возле ногтя, а перебирать бусинки, так же, как делают щетками. То есть бусинку за бусинкой двигать по ногтю и прокручивать это колечко. Только посмотрите, сколько у нас отросло. Очень даже много, я считаю, вообще круто. В общем, что я хотела сказать этим видео? А то, что если регулярно ухаживать и ответственно подойти, если клиент и мастер работают именно вместе, сообща, то тогда точно будет результат. Ведь если вы, как мастер, выполняете свою часть работы, добросовестно все зачищаете, даете рекомендации, но при этом клиент продолжает ковырять, ну или выполнять какие-то другие деструктивные действия, конечно, никакого результата не будет. А ведь такое часто тоже случается, что ты стараешься что-то там, ну, все делаешь, да, все, что положено, а клиент в итоге продолжает в том же духе и думает, что от того, что он тебе заплатил деньги, теперь все по мгновению волшебной палочки должно произойти. Конечно, нет, так не бывает. Всегда задействовано двое, это всегда коллективная работа, и еще больше скажу, это большая ответственность. Именно нужно, знаете, как нужно прочувствовать, так сказать, всю боль этой работы. Именно по этой причине я очень часто грызунов не наращиваю сразу длинными, мы это проходим по чуть-чуть. Вот грызуны и ковырны у меня одна категория, и я очень люблю делать так, чтобы они приобретали ценность и понимание той работы, которую мы с ними проделываем. Ведь если они вместе с тобой, ну, мягко говоря, выстрадали свою длину ногтевого ложа или даже длину свободного края впоследствии приобретенную, они начинают это очень сильно ценить, потому что это время, которое они тратят на походы к мастеру, это деньги, чаще всего не маленькие, потому что с грызунами всегда берут дополнительный тариф, и я точно так же прибавляю к ценнику дополнительные деньги, когда работаю со сложными ручками, потому что это нестандартно выполненная работа, она требует больше времени, больше навыка и каких-то, может быть, даже ресурсов, больше местами. Ну, в каждом случае, конечно, индивидуально. И было бы неплохо, если бы клиент эту ценность тоже понимал через деньги, через потраченное время, через профилактические беседы, которые также я регулярно веду. И также я частенько рекомендую работу с психологом, потому что иногда бывает проблема именно как вам сказать, ну, в голове, наверное, можно так выразиться, потому что ведь люди же не просто так из себя что-то отковыривают, что-то от себя отрывают, наверное, их что-то беспокоит. Ну, в общем, что я хотела сказать. Посмотрите, как у нас прекрасный результат всего за 2 зачистки, и чуть позже, еще через несколько посещений, мы полностью срастили ногтевую пластину, и все вернулось в нормальное исходное состояние, и ногти стали ходить с покрытием. Ну а с вами была Алена. Всем большое спасибо за просмотр, пока-пока и до новых встреч. Не забывайте поставить лайк.